Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 15 марта. Сегодня день денежного счастья. И многие из нас смогут в этот день почувствовать особую энергию, которая будет сопровождать нас на протяжении всего дня. Поэтому для многих людей именно 15 марта может быть особым временем для привлечения денежного благополучия и финансового успеха. Давайте вместе с вами разбираться, почему же этот день считается днем денежного счастья и что сегодня обязательно нужно сделать, чтобы воспользоваться благоприятным его влиянием. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк, а в комментариях пропишите следующие слова, которые помогут вам сегодня. И они звучат следующим образом: «Я привлекаю деньги и процветание в свою жизнь». Или можете использовать другие слова: «Каждый день я становлюсь богаче и счастливее». Вы можете прописать две фразы, можете одну из них, та фраза, которая вам больше откликается. Еще раз: «Я привлекаю деньги и процветание в свою жизнь». Или «Я каждый день становлюсь богаче и счастливее». Девочки и мальчики, мы хотим всех вас поблагодарить за донаты, за ту финансовую поддержку, которую вы нам оказываете. А кому интересно, друзья, ссылка есть в описании, переходите и можете нас поддержать, нам будет приятно. Итак, друзья, сегодня 15 марта, и обращаем ваше внимание, что у нас сегодня этот день проходит в знаке зодиака Рыбы, а Рыбы, как вы знаете, управляет Нептуном, и сегодня у нас с вами Луна находится в знаке зодиака Близнецы, и все это вместе обладает нам эмоциональную чувствительность и дает каждому из нас интуицию. И вот это астрологическое влияние в сочетании еще и с энергией дня 15 марта будут создавать для каждого из нас благоприятное окружение для привлечения денежного успеха. Поэтому старайтесь на протяжении всего дня обязательно проговаривать эти фразы, которые мы сказали ранее. Также сегодня не забудьте провести одну уникальную практику. Вам нужно открыть окно, это лучше делать и на работе, и дома, и сказать определенные слова, благодаря которым вы покажете высшим силам Вселенной, что вы готовы привлекать мыслимые и немыслимые блага в свою жизнь. Чем же сегодняшний день интересен по лунному календарю? Вы знаете, сам по себе 15 марта по лунному календарю обещает быть очень интересным и динамичным днем. В этот день Луна у нас находится в стадии роста. А это у нас что дает? Это дает нам рост, это дает нам развитие и расширение. Кроме того, влияние знака зодиака Близнецы добавит к этому дню легкости, коммуникабельности и интеллектуальной активности. И это очень важно. Кроме того, ввиду того, что мы находимся под влиянием знака зодиака Близнецы, сегодняшний день, 15 марта, будет достаточно благоприятным временем для общения, для обмена информацией, для того, чтобы делиться какими-то своими идеями, какими-то своими интересными проектами. Также в вечернее время уделите внимание для того, чтобы встретиться со своими близкими, родными людьми, с друзьями. На протяжении всего дня очень хорошо вести деловые переговоры, заниматься коллективной работой. Это все вам будет приносить только радость, удовольствие и вдохновение. Также вы знаете, что знак зодиака Близнецы очень тесно связан с обучением, с учебой, поэтому в этот день хорошо заниматься изучением каких-то новых предметов, новых сфер жизни, углубляться в те или иные знания и, возможно, проводить образовательные мероприятия. Это все поможет вам в жизни. Кроме того, сегодня очень нужно быть гибким и уметь сегодня адаптироваться к тем или иным изменениям, которые будут. А поверьте, ввиду того, что у нас очень мир сильно меняется и информационная повестка, и энергии, которые есть, поэтому сегодня будьте готовы к изменениям планов, ситуаций и не стесняйтесь быстро адаптироваться к новым обстоятельствам. Кроме того, вы знаете о том, что близнецы у нас также с вами ассоциируются с креативностью и с изобретательностью.
Поэтому в этот день, возможно, вы обнаружите в себе новые какие-то идеи. Также у вас появится план для того, чтобы решать те или иные проблемы, задачи, которые возникли в вашей жизни. Особенно сегодня хорошо решать проблемы, которые связаны в сфере коммуникации, связи и обучения. Также в этот день все-таки у нас есть определенные предосторожности и опасности, на которые вам обязательно стоит обратить внимание. Дело в том, что люди, находящиеся под влиянием знака зодиака Близнецы, у людей появляется такая вот опасность быть рассеянным и быть поверхностным в своих действиях и в своих мыслях. Поэтому очень важно, чтобы когда вы сегодня будете браться за любые задачи, даже если вы считаете, что они, знаете, вот самые легкие, ваша задача быть сосредоточенными, быть очень внимательными для того, чтобы избежать ошибок. Это очень важно. Кроме того, Близнецы сегодня могут вызывать двойственность и двуличность поведения людей. Поэтому вы в первую очередь должны постараться быть честными и искренними в своих отношениях, для того, чтобы избежать конфликтов и недопонимания в дальнейшем. Кроме того, сегодня люди излишне много говорят. И очень важно правильно вести сегодня переговоры, встречи, обсуждать какие-то рабочие моменты. Помните о том, что когда вы много говорите, это тоже не всегда очень хорошо, потому что это может, к сожалению, привлечь к тем или иным обстоятельствам, которые вам на данном этапе точно не нужны. Поэтому обращайте, друзья, на это особое внимание. Сегодня, знаете, говорить нужно мудро и терпеливо, с пониманием. Кроме того, сегодня близнецы могут способствовать тому, что люди будут отвлекаться, не видеть чего-то главного, не вникать, непостоянны будут. Поэтому очень важно, чтобы вы оставались фокусированными на своих целях и не допускали разброса энергии в различные направления. Обращаем на это ваше особое внимание, и тогда у вас день обязательно пройдет хорошо. Что же касательно здоровья, то обращаем ваше внимание, что Луна, растущая Луна в знаке зодиака Близнецы, она придает сегодняшнему дню легкость, коммуникативность и активность. Но в этот день вы можете ощущать вот такой, знаете, вот повышенный энергетический уровень и интерес к новым знаниям и к опыту. Поэтому сегодня день благоприятен для того, чтобы проводить какие-то легкие упражнения, для того, чтобы уделить внимание активному образу жизни, насколько это возможно. Также обращаем ваше внимание, энергия растущей Луны будет стимулировать ваш организм к активности, поэтому это отличное время для того, чтобы сегодня заниматься спортом, прогулки на свежем воздухе и других форм физической активности. Но очень важно, чтобы вы были внимательны сегодня к своему телу и не переусердствовали, чтобы избежать травм и переутомления. Кроме того, обращаем ваше внимание, что ввиду того, что сегодня достаточно люди будут активные, и это влияние очень сильно будет оказывать знак зодиака Близнецы, поэтому старайтесь сегодня правильно питаться, чтобы продукты питания были богатыми витаминами, питательными веществами, которые будут способствовать здоровью вашего мозга и вашей нервной системы. Поэтому постарайтесь сегодня в свой рацион включить орехи, семена, рыбу, фрукты и овощи, которые полезны для улучшения когнитивных функций и повышения энергии. Кроме того, вы можете сегодня почувствовать себя более общительными и такими, знаете, более социальными. И это благодаря тому, что знак зодиака Близнецы, вот он активизирует общение, обмен идеями, но здесь важно вовремя уделять внимание себе, своим близким, уделяйте внимание своим мыслям, чувствам. Также, пожалуйста, в этот день поддерживайте только позитивные настроения, взаимоотношения. Старайтесь избегать, насколько это возможно, стрессовых ситуаций, потому что они, к сожалению или к счастью, ни к чему хорошему не приведут. А вы помните, что день сегодня денежного счастья, и ваша задача в этот день привлекать в свою жизнь изобилие, достаток, благополучие. Все, что вы сегодня видите
видите. Старайтесь это приумножить, все только в самом лучшем. Например, вы сегодня решили что-то заиметь в своей жизни. Постарайтесь именно это с радостью купить. Подумайте о том, как вы можете это сделать и привлечь в свою жизнь. Это очень важно. Что же касательно лунного календаря денег, обращаем ваше внимание, что сегодня вы будете ощущать больше энергии, чем обычно. И вот у многих людей будет появляться желание делиться своими идеями, своим опытом, навыками, знаниями с другими людьми. И так как ввиду того, что близнецы управляют общением, поэтому этот день будет благоприятным для бизнес-встреч, для переговоров, для обмена идеями. Важно быть открытым для новых возможностей и общаться с другими людьми, чтобы обязательно привлечь в свою жизнь финансовый успех. Кроме того, этот день очень успешен для тех, кто работает в сфере торговли, тех, кто работает в сфере бизнеса. Также сегодня хорошо заключать сделки, подписывать контракты, запускать новые проекты. Но будьте внимательны, сегодня нужно быть гибкими и адаптивными в своих бизнес-стратегиях, чтобы использовать те возникающие возможности, которые могут появиться в вашей жизни. Обращаем на это ваше внимание. Теперь давайте посмотрим, друзья, на карту Таро, которая выпала на этот день, 15 марта. Итак, друзья, карта это королева кубков. Как вы знаете, это карта, которая символизирует интуицию, эмоциональную глубину и любовь к близким людям. Эта карта представляет собой силу женского начала, нежности и заботы. Когда королева кубком появляется, вот особенно в такой день, это говорит о том, что нам нужно с вами обратиться к своим эмоциям, к своим чувствам и к своему внутреннему голосу, стараться понимать и знать, что же нам высшие силы стараются сказать, сообщить. И это, друзья, действительно очень важно. Также эта карта нам напоминает о важности слушать наш внутренний голос и доверять своей внутренней интуиции. Поэтому в этот день особое внимание уделяйте на эмоции, чувства, потому что они могут быть вашим надежным руководством к действию. Не забывайте сегодня проявлять заботу и о близких людях. Также старайтесь, чтобы в вашем понимании и вашей жизни у вас было во всем баланс и равновесие. Это сегодня очень важно для каждого человека, потому что близнецы это все-таки, знаете, плюс-минус, хорошо, плохо. И здесь очень важно, чтобы вы осознавали и понимали, что во всем должен быть баланс, гармония. И тогда в вашей жизни действительно будет все прекрасно и чудесно. Какой же дает нам совет Архангел Михаил на этот день, 15 марта? Очень важный совет – это то, что мы должны быть сегодня сильными и решительными в наших усилиях, а также в наших действиях. Поэтому не бойтесь сегодня проявлять мудрость, терпеливость, понимание, что вы стремитесь к тому, что для вас важно. Будьте смелыми в своих действиях. Очень важно, что вы сегодня не поддавались своему страху, сомнениям. Идите вперед с уверенностью и верой в себя. Кроме того, если вы в чем-то не уверены, вы в чем-то переживаете, всякое бывает, друзья, просите помощи у высших сил, у своего ангела-хранителя, у архангела Михаила. Оказались в какой-то ситуации, или вы находитесь в тупике, или вы сегодня что-то не ожидали, какой-то форс-мажор произошел. Просто остановитесь, закройте глаза и попросите искренне помощи. Если в этот момент вы хотите плакать, рыдать, слезы текут, это нормально, девочки и мальчики, это ваша душа в этот момент очищается. И буквально пройдет полчаса, час, и вы поймете, какие изменения должны будут произойти в вашей жизни. Потому что очень часто бывает так, что у нас что-то начинает происходить не лучшим образом. И потом раз мы понимаем и осознаем, что это было все неспроста. Кроме того, сегодня кого-то будут искушать темные силы и демоны с помощью связи
света и истины. Поэтому ваша задача при любых обстоятельствах верить только в себя, верить только в свои силы. И даже если вам сегодня говорят, что вот вы не правы или вы что-то не так делаете, ни в коем случае не цепляйтесь за это. Почему? Потому что пройдет. Знаете, как наступит утро, солнце взойдет и все покажет всю истину тех или иных моментов в жизни. Ну и, друзья, ввиду того, что сегодня день денежного счастья, обязательно в этот день скажите определенные слова. Эту практику вы можете сегодня провести в любое время. Мы сказали ранее о том, что прекрасно, если делать ее и на работе, и дома. Если вы сегодня в командировке, значит, встаньте у окошка, любого окошка. Главное, чтобы он было хоть как-то был чистое окошко, чтобы вы видели в этот момент, например, солнышко или звездное небо. И вы себе представляли, как вы находитесь в изобилии, в достатке. Представьте себя, что вы находитесь в изобилии, что вы притягиваете к себе деньги, процветание. Итак, какие же слова вам нужно сказать? Открыли окно и скажите: «Я заслуживаю денежного счастья и изобилия». Просто я заслуживаю денежного счастья и изобилия. Это очень важно в этот день сказать Вселенной, в этот день сказать высшим силам, что вы заслуживаете. И вы знаете, вы это должны сказать уверенно, с радостью. Если вы говорите: я заслуживаю денежного, то есть если вы вот так говорите или вы не уверены в этом, то знаете, Вселенная также сама не уверена в ваших действиях, потому что вы не знаете, чего вы хотите, а значит и высшие силы не понимают. Вы должны понимать и то, что мы с вами живем в материальном мире, а не в духовном, не в нематериальном. И, соответственно, мы должны высшим силам объяснять, рассказывать, что мы хотим, как мы хотим добиться. И вы знаете, высшие силы сделают все самым наилучшим образом для нас. Да, иногда нужно потратить время, потому что бывает так, что вы что-то хотите достаточно крупное, большое и так далее. И в этот момент должно проиграться очень много событий, должны быть очень много людей задействованы. Мы с вами живем в социуме, и поэтому без этого, к сожалению, у нас с вами никак по-другому не получится. Помните об этом. Друзья, мы всем желаем всех мыслимых и немыслимых благ. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, заходите каждый день на наш канал. У нас очень много полезной, важной, интересной информации. Мы всех благодарим, кто нам отправляет донаты, нам очень приятно, это нас даже мотивирует, нашу команду, любая сумма нам будет очень приятна, девочки и мальчики. Ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех, друзья, вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.